Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайфвлог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Утро я, как всегда, начинаю с приготовления завтрака. Достаю терку, чтобы сделать салат. Вот эта терка очень классная. Сейчас уже какие-то другие модели, она есть и от Декок, и от Мулинекс, у меня две. На даче Мулинекс в Питере я ее отвезла, она без чаши, здесь Декок, но сейчас еще масса всяких таких марок, а насадки, они все одинаковые, взаимозаменяемые. Так что каша варится. Сейчас сделаю салатик, бутерброд, как всегда. Я все предварительно взвешиваю. Видите, как она классно измельчает. Конечно же, остатки, кусочки туда попадают, но это не страшно, их можно так жевать, собаке отдать, в суп кинуть. Это не проблема. Просто заморозить, а потом, когда пользуешься большим измельчителем для каких-то целей, туда кинуть. Так, бутерброд с хлебцем доктор Кернер готов. Кто еще не знает, сейчас доктор Кернер продается в фикс прайс по 27,50. А вообще это шикарные хлебцы с отличным составом. И даже более дорогие хлебцы, они не такие классные, как эти. Вот из всех могу посоветовать доктор Кернер. Так, каша готова. Я люблю овсянку на утро есть. Добавляю мед, чайную ложку, это такая дневная норма. Финик, кунжутное масло обязательно, тоже чайная ложка в день, но правда в салат я добавляю. Кофе готов. Вот мой завтрак. Салатик мне на несколько раз. Так, сейчас, вот, кстати, хочу сказать про этот крем, но буду его наносить. Все-таки пока я его наношу, но вообще я заметила, что он как-то скатывается. Вот именно не когда я сверху наношу косметику, а просто вот нанесла крем, прошло 5-10 минут и скатывается. Сейчас буду краситься и собираться на прогулку и в магазин. По-прежнему использую Елена крем. Варю гречку и суп для собаки. Что ж, уже гуляю. Мне сейчас нужно зайти в несколько магазинов, и просто прогуляться, несмотря на дождик. Я, конечно, у меня и кроссовки грязные, мокрые. Все равно все в стирку, в общем-то. И гулять по-любому надо, так что пройдусь. Уже вчера один день посидела дома, и как-то оно не очень. Я привыкла много ходить, хотя не скажу, что приятно, потому что даже в нарукавниках как-то и руки мерзнут. Ладно, ничего страшного. Не морозы, в конце концов. Зашла в пятерочку, но не которая рядом с домом. И в пятерочке появилась стойка Литуаль. Вот со всякой милотой. Я так смотрю, мне ничего не нужно. Тем более я Литуаль, не фанатка Литуаль, хотя какие-то там гели для душа, прочее у них прикольные. Но в целом я туда хожу крайне редко, может один раз в год, а то и один раз в 2 года, когда уж что-то прям очень понадобится. Тут вот тинты для губ, маски всякие, в том числе, как видите, с глиттерами, там золотое, синее, фиолетовое, серебро есть. В принципе, миленько. Очень даже миленько. Вот эта серия мне нравится, там всякая такая. Пришла домой, во время прогулки заходила в Верный, в пятерочку и в фикс прайс. В фикс прайс я брала доктор Кернер, вот этот злаковый коктейль. Вообще 27,50 это просто мечта, а не цена.
Я очень рада. Дальше заходила в пятерочку, а там я взяла отруби ржаные по 35 рублей, 200 грамм. До этого я брала какие-то другие уже в нашей пятерочке, так как у нас вообще никакого выбора не было. Там они стоили 54 рубля за 200 грамм. Они хорошие, но эти я тоже, в общем-то, брала не один раз, и нареканий никаких нет. Поэтому, понятное дело, повыгоднее даже. В очередной раз Верным взяла за 37 с копейками кефир 1% 900 грамм Василькова. Сейчас я уже к нему привыкла, он мне нравится, хотя от партии к партии качество разное. Ну, соответственно, вот у меня бутылки хватает на 3 раза, я пока гуляла, поужинала. Следующее, что взяла, это кабачки. Они сейчас уже подорожали по 99 рублей. Иногда я беру замороженные, ну, в смысле, что у меня в морозилке. Но в основном стараюсь, когда вот есть такие, покупать. Не знаю, насколько, там чек у меня в другой сумке. Также авокадо взяла, потому что у меня там еще на несколько дней. А вот это как раз подоспеет, потому что пока вот жесткая. Сколько там цена была, по-моему, то ли 270 рублей за килограмм, то ли 290. Ну, я взяла самый такой небольшой. Ну, как правило, всегда рублей на 50 получается, но я это, как вы понимаете, съедаю не за один раз. Когда я в ближайшее время буду в Ашане, я не знаю. То есть это, возможно, пятница, может быть, воскресенье, может раньше, вообще без понятия. Поэтому сыр заканчивается завтра только на один раз, поэтому я в пятерочке взяла вот этот Лебендорф Тильзитер. Он стоил за килограмм 440 рублей. У меня здесь 272 грамма. Ну, вообще, мне это много. Я максимум стараюсь брать, 200 грамм. Потому что, он у меня расходуется медленно. То есть я каждый день отрезаю там, по кусочку, вот так, чтобы закрыть вот этот хлебец. Поэтому он начинает подсыхать. Это не очень хорошо. Обычно я беру российский сыр в Ашане. Там ровно 200 грамм кусочек, стоит 99 рублей. Вот. Ну ладно. Этот, насколько я знаю, неплохой, когда-то брала. Это лучше, чем без сыра. А с собаки я взяла гречку, как всегда, по 60 с чем-то рублей. Немножко морковки. Морковка была по 29 рублей, но она не очень-то классная, какая-то вся длинная, тонкая. Взяла немного, потому что она у меня все равно идет. Также взяла 2 огурца. Таких вот длинных. Они были по 69 или по 64. И по 59 с копейками еще немного сливы взяла. Что-то она у меня, видимо, какая-то сливина помялась. Я что-то не сообразила ее сверху положить. Это вот я брала в Верном морковку. Огурцы тоже в Верном. Это в пятерочке. Это тоже в пятерочке. В Верном брала. И кабачки в Верном. Сейчас буду как раз-таки делать себе куриную грудку, потому что мне еще бы нужно действительно кусочек куриной грудки съесть, так как я сегодня ела в основном только овощи и фрукты. Вот. Ну и хлебцы, кефир. То есть у меня опять не набирается 1000 калорий даже. Поэтому нужно сейчас, если она разморозилась, то сделаю себе на пару куриную грудку, также 1 кабачок сделаю, и салатик. Сейчас буду готовить себе ужин. Завтра буду, наверное, делать сразу, как и раньше, на весь день, чтобы не тратить время на это и, чтобы всегда питаться по расписанию. Мне так больше нравится.
Кстати, на литуалевской стойке были еще антисептики такие плоские, но они такие, знаете, чуть потолще, чем обычно вот бывают, знаете, которые в карман прям можно положить. Ну, такие, толщина у них где-то сантиметр, с какими-то интересными ароматами. Там 2 или 3 вида было. Но мне, опять же, не нужно, я редко пользуюсь, у меня их достаточно. Ну, тем более, не знаю, у нас везде антисептики стоят, санитайзеры эти. Так, это я записываю, просто мне, как я говорила, так проще. Сначала сюда записать и перенести в приложение. Хотя у меня еда довольно однообразная, и из там 1500, это чтобы остаться в своем недостатке весе критическом. Вот, а так 1800-1900 можно спокойно есть. А я даже 1000 не набираю, иногда 1000 могу набрать, при этом наесться. Но я все равно люблю считать это, потому что контролировать. Кабачки уже приготовились, я их сейчас туда тоже положу. Так что все равно это... Сейчас я буду потихоньку есть, за просмотром видео, за раскрасками. То есть не сразу. И отрубей немного. Это то, что я добавила, разнообразила. Завариваю чай вот такой из 5. Ну что ж, вот можно и поесть, почитать. Постирала кроссовки, пока набила их бумагой, пойду сейчас в душ, а после бумагу уберу и их на батарею. Так, я сейчас пойду в душ, буду умываться. Сначала, конечно, вот еще маску эту хочу нанести, планирую. Вот. Ну, до покраски волос у меня дело не дошло. Я всегда долго с мыслями собираюсь. Так что да. Что тут у меня еще? Буду мыться с этим гелем, хочу его добить. Он приятный. Ну, просто мне сейчас не хватает яркости аромата, и там уже немножко осталось. Так что добью именно его. Потом, не знаю, пэды, может быть, тоже поиспользую. И полотенца в этот раз, что-то давно я их не вешала. Вот эти светленькие, они тоже мне подходят под вот эти перчатки. Это перчатки полотенца для волос. Такое очень удобно, впитывают хорошо. Так, ну вот к этим занавескам подходит. Та дальняя такого же цвета. Я сейчас уже душ приняла, она высохнет, я ее скатаю, за шкафчик спрячу. Вот у меня гель закончился. Вот просто, да, я люблю несколько занавесок. Так, на коленки и под глаза и на локти крем Nivea у меня всегда. Вот это вместо крема нанесла чистой линии с бариальным кленом. Шикарная маска ночная, обожаю. Ну вот, я сегодня после вот этой маски Биаре использовала. Сначала ватным диском стерла, а потом вот этим и массаж сделала. Вот, массаж я делала вот этим массажером, все лицо в этот раз. Так что иногда использую Биаре, хорошее средство. Ну, потом вот это нанесла. Это на глаза сначала, а потом уже крем Nivea. Ну, как-то я всегда так делаю. Ну что ж, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья. Всем пока-пока.